При подготовке кейса на грин-карту EB-1 часто спрашивают, как работает критерий оценка других. Судейство поможет ответить на этот вопрос сегодня лицензированный адвокат с более чем 25-летним опытом Татьяна Арестова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Татьяна, давайте с главного вопроса. Что именно считается оценкой других как критерий на петицию EB-1? И какие вообще варианты подходят? Итак, прежде всего, есть классические ситуации, классические случаи, которые точно подходят под определение судейства или оценки работы других. А также есть случаи, скажем так, нестандартные. Поэтому давайте начнем сначала со случаев классических, которые наиболее часто встречаются и наиболее всем понятны, включая заявителей, включая миграционных офицеров. Например, если вы судите какие-то спортивные соревнования, музыкальные соревнования, если вы судите хакатон или бизнес-компетишн, в этом случае вхождение в состав жюри, в состав судейской коллегии действительно считается оценкой работы других. Но здесь очень важно понимать, что судить вот этих самых других вы должны на своем уровне, вы должны оценивать других профессионалов в своей области. Если вы оцениваете, например, детей или начинающих студентов, то это может быть и не признано как оценка профессионалов в своей области. Хотя здесь тоже иногда удается поспорить и сказать, что вот оценивая, например, работу детского коллектива, вы, в общем-то, оцениваете работу тренера, то есть специалиста в вашей области все-таки. Но вот здесь очень важно предоставить доказательства того, что это именно так. Значит, вот в этом случае, если вы входите в судебную коллегию, входите в жюри, очень важно, чтобы данное мероприятие, опять же, свидетельствовало о вашем выдающемся статусе в вашей области, о статусе именно эксперта. Поэтому если данное соревнование или данная компетиция не являются какими-то престижными или уважаемыми в вашей области, то не всегда судейство такое может позволить вам закрыть этот критерий. Поэтому чем больше вы информации предоставили о соревнованиях, о событиях, о том, где они проходят, о том, кто организаторы, кто еще входит в судейскую коллегию, вот это вот все очень важно предоставить. Далее, такой еще один классический случай, который обычно закрывает подобный критерий, это вот, например, для людей, занимающихся научной деятельностью, это участие в отборе статей для публикаций. Это называется peer review. Значит, очень часто в Соединенных Штатах, ну и в других странах тоже уважаемые научные журналы, прежде чем опубликовать какую-то статью, рассылают ее на просмотр, на ревью ученым, другим специалистам, которые могут дать какие-то комментарии и посоветовать публиковать данную статью или нет, или может внести какие-то изменения. И вот такой вот peer review тоже считается классическим примером оценки работы других и обычно закрывает этот критерий. Менее, скажем так, традиционные случаи, когда людям все-таки удается закрыть этот критерий, включают в себя, например, участие в диссертационном совете, оппонирование диссертации. Иногда можно закрыть этот критерий, если вы входите в какие-то экспертные комитеты или комиссии. Вы кого-то отбираете для участия в каких-то проектах, или вы отбираете сами проекты. Возможно, вы отбираете певцов или музыкантов для участия в каком-то мероприятии. Возможно, вы отбираете архитектурные проекты для представления в мэрию города, для постройки нового стадиона. То есть много разных вещей, которые вы можете делать для того, чтобы закрыть этот критерий. Но самое главное, о чем всегда стоит помнить, это все критерии, в том числе этот, сводятся к доказательству одного единственного пункта. Эта деятельность должна свидетельствовать о том, что вы являетесь выдающимся специалистом в вашей области. Поэтому, естественно, что судейская деятельность тоже должна быть связана с вашей экспертизой и помогать вам доказать, что именно в силу вашей выдающейся уникальной экспертизы, ваших профессиональных знаний вас выбрали, пригласили на эту должность, на эту позицию или вот в этот совет экспертный, в эту судейскую коллегию.
и что данное приглашение является престижным и подтверждает вашу выдающуюся экспертизу. Если человек, вот как вы привели пример, является, например, архитектором и оценивает какие-то проекты на строительство стадиона в своем городе, и в данном случае он является экспертом в этом городе, может быть, он не является международным экспертом, то вот мой вопрос, какого уровня должно быть жюри или оценка? Необходимо ли обязательно, чтобы это были международные какие-то конкурсы или оценка, или подходят все-таки локальные? Закон не формулирует требований к международному или национальному признанию данных конкурсов или соревнований, как вот это формулируется, например, по отношению к критерию награды. Но, тем не менее, каждое требование, как я уже говорила, содержит в себе очень важный подтекст. И подтекст состоит в том, что данный выбор или данная деятельность должны свидетельствовать о выдающемся статусе данного заявителя. Поэтому, конечно, если мы говорим о ситуации, которая исключительно локальная, не связанная с проявлением какой-то выдающейся экспертизы, применением каких-то, может быть, знаний, методик, навыков, которые данный человек разработал, то это может быть расценено как слишком незначительное событие, которое не свидетельствует об его выдающемся статусе или выдающейся экспертизе. Поэтому, опять же, каждое событие такого рода важно очень внимательно представлять с точки зрения того, почему заявителю кажется, что все-таки в силу его выдающихся способностей ему было дано подобное поручение или оказана подобная честь. Очень важно объяснять, в чем была его роль, на какие знания он опирался при оценке работы других. Важно показывать статус вот тех самых профессионалов, работу которых он оценивал. Даже если это, например, что-то локальное, но, условно говоря, лучшие архитекторы мира соревновались, чтобы построить в данном городе данный стадион или парк или что-то еще, и вы оценивали работу действительно серьезных профессионалов, то даже тот факт, что данный парк или стадион строится где-то на периферии, не должен быть свидетельством того, что экспертиза выдающаяся данного человека не была задействована. Наоборот, если престижные участники участвуют в данном соревновании, вы оцениваете работу действительно крутых профессионалов, и вас выбрали для этого, то, наверное, это свидетельствует о вашей весьма серьезной экспертизе. А если человека пригласили оценивать работу других внутри компании, например, он собеседует людей, и это может являться вообще частью его работы, он может делать анализ показателей, KPI, оценивать других, и компания принимает решение, давать продвижение этим людям или нет, на основе результатов анализа этого человека. Или техническое ревью кода. То есть вот внутри компании оценка других, это засчитывается? Все в данном случае зависит, это вообще любимый ответ американских адвокатов на любой вопрос, все очень сильно зависит от деталей. Итак, здесь очень важно показать, почему конкретно человек был выбран на данную должность, в силу каких знаний, какой экспертизы он вообще такую работу получил. Обычно миграционная служба очень не любит засчитывать в качестве критериев какую-то деятельность, которую человек ведет в рамках своей работы, своей повседневной деятельности. Например, если вы работаете, условно говоря, тренером и вас пригласили в жюри каких-то соревнований спортивных, за рамками вашей прямой деятельности считается, что это признак ваших выдающихся способностей в какой-то мере, это как бы знак уважения, оказанный вам, вашей профессиональной экспертизе. Если это часть вашей повседневной работы, вы, условно говоря, менеджер, вы механически считаете какие-то показатели, то, скорее всего, это не будет засчитано и будет просто сказано вам, что вот это часть ваших служебных обязанностей. Однако, если ваша менеджерская должность в принципе была вам предоставлена в очень важной компании или корпорации, и вы играете там очень-очень важную роль, и должность вам была предоставлена не просто так, а на основе ваших профессиональных заслуг и достижений, то в этом случае вы можете утверждать, что вот само получение вами вашей должности, выбор вас на эту должность, в общем-то, уже свидетельствует о признании ваших выдающихся заслуг и знаний и вашего экспертного статуса в вашей области. И в этом случае, даже если это входит в ваши повседневные обязанности,
если вы показываете, что вы применяете ваши знания, вашу какую-то уникальную методику, методологию в том, чтобы оценивать работу вот этих вот других профессионалов, то это вполне может быть засчитано при грамотном представлении доказательств, при предоставлении убедительных аргументов для иммиграционного офицера, которые убедят его в том, что данная деятельность действительно отражает ваши выдающиеся способности и свидетельствует о них. Уважаемые зрители, а вы как оценивали других при подготовке доказательств своего кейса на EB1? Поделитесь этим в комментариях. Если у вас есть вопросы по оценке, по судейству, тоже пишите здесь или в нашем телеграм-чате. Подписывайтесь обязательно на наш канал, чтобы быть в курсе других видео, которые мы рассматриваем с Татьяной, по другим критериям, по другим визам и грин-картам в том числе. Мы в моей компании visanow.ai помогаем собрать и организовать документы и доказательства, но, внимание, всегда перед тем, как предпринять какие-то юридические действия, обязательно проконсультируйтесь с лицензированным адвокатом. Адвокат Татьяна Арестова, лицензия в 2 штатах, лицензия с 2000 года. Все контакты Татьяны здесь по ссылке в описании. И также я должен сказать, что в этом видео мы не даем юридический совет. Татьяна рассказывает, делится опытом исключительно в образовательных целях. Татьяна, возвращаясь к критерию оценка других для грин-карты EB1, а как правильно оформить этот критерий? Вообще, какие доказательства подходят? Что нужно собрать? Может быть, какие-то письма, сертификаты, скриншоты сайтов? Что должно быть в кейсе? И можете дать какие-то советы? Прежде всего, важно помнить о том, что вас вот приглашают войти в судебную коллегию, посудить какие-то соревнования или еще каким-то образом поучаствовать в том же peer review, не является подтверждением того, что вы согласились и поучаствовали. Такого рода приглашение, безусловно, нужно предоставить, но этого еще недостаточно. Помимо предоставления приглашения, важно дать доказательство того, что вы действительно участвовали, оценивали. Можно дать благодарственное письмо, в котором вас благодарят за участие, можно дать еще какие-то документы, вплоть до того, что иногда иммиграционная служба может запросить даже какие-то копии ваших вот оценочных материалов, кому вы поставили плюс, кому минус. Далее очень важно предоставить информацию о данном событии, может быть, публикация о данном событии. Может быть, публикация о данном событии другого года, не того, в котором вы участвовали, но все-таки проливающая свет на суть и значимость данного мероприятия. Можно предоставить информацию об организаторах, можно предоставить информацию о других людях, которые входили в ту же судейскую коллегию, можно предоставить информацию о том, кого вы судили, а также можно предоставить информацию о том, кто отбирал судей и отбирал в итоге участников. Вся эта информация, если она свидетельствует о действительно значительном статусе данного мероприятия, помогает вам доказать, что именно выбор вас в качестве вот члена этой судейской коллегии, выбор вас для оценки работы других подтверждает ваш выдающийся статус как эксперта в вашей области. Поэтому все, что свидетельствует о значимости, о престижности, о признании вот этих всех участников, начиная от организаторов, заканчивая теми, кого вы судите, все это помогает офицеру понять и согласиться с тем, что это действительно закрывает данный критерий и устанавливает вас как эксперта с выдающимися способностями в вашей области. Достаточно ли быть, например, рецензентом статей в одном журнале? Или участвовать в качестве члена жюри в одном конкурсе? Или все-таки нужно несколько таких? Значит, дело в том, что в нашей работе, вот в подаче таких документов на критерии EB1 никогда нельзя сказать, что именно достаточно. Достаточным офицеру может показаться одно событие, если оно действительно престижное. Или офицеру может быть недостаточно даже многих событий, многих приглашений, если ни одно из них, и даже все они в совокупности, не показывают, что данный заявитель действительно является лицом с выдающимися способностями. Не показывает того, что называется устойчивым признанием заявителя в данной области.
Поэтому, с одной стороны, чем больше таких событий, тем лучше, но здесь качество, в общем-то, превалирует над количеством, и стоит помнить о том, что если вы даже много-много раз поучаствовали в каком-то скучном, рутинном, неинтересном событии, то это может не помочь вам доказать и закрыть данный критерий. Возможно, стоит подумать о том, чтобы поучаствовать в чем-то действительно привлекающем внимание и прессы, и других профессионалов в вашей области, являющимся значимым и престижным. То есть четкого ответа на этот вопрос нет. Чем больше именно значимых, привлекающих общественное внимание событий, тем лучше для вашего кейса. Помогут ли рекомендательные письма закрыть критерии оценка других? Если да, то каким образом? Да, безусловно, рекомендательные письма являются очень хорошим вспомогательным материалом, но они не заменяют именно первичных доказательств. Поэтому если у вас нет, скажем так, никакого подтверждения тому, что вы действительно оценивали работу других или были где-то судьей, вы можете предоставить рекомендательные письма, которые это подтверждают, но достаточно высока вероятность того, что иммиграционный офицер все-таки запросит первичные документы, подтверждающие данный факт. Где могут действительно пригодиться рекомендательные письма? Это в именно подтверждении значимости данного события для данной области. Поэтому если ваши эксперты, ваши рекомендатели подтверждают, что данное событие является весомым и значимым, поясняют, как и каким образом ваше участие в качестве эксперта, в качестве судьи подтверждает и доказывает, что вы являетесь выдающимся экспертом в вашей области, то тогда эти письма действительно являются полезными для вашего кейса. Если вы просто предоставляете письма, которые в дополнение к уже имеющимся сертификатам подтверждают, что вы действительно данное мероприятие судили, и ничего, никакой новой информации, никаких новых оценок данные рекомендательные письма не содержат, то их доказательная ценность очень низкая. Поэтому очень важно, чтобы письма дополняли, раскрывали материал, но не просто повторяли его, потому что в этом случае ничего нового офицер из этих писем не увидит и не усвоит. Ну и максимум, что он может из них понять, что вот да, действительно так оно и было. Но опять же, наша цель в подаче заявки – раскрыть максимально вашу личность, значимость вашей профессиональной экспертизы. Поэтому опять же очень важно, чтобы ваши рекомендательные письма раскрывали те факты, которые вы уже показали, и заставляли, можно сказать, заиграть вот все эти краски немножко в новом свете, вот, но не заменяли именно те первичные документы, которые должны быть в кейсе. А вы могли бы привести примеры, что USCIS считает сильным подтверждением оценки других, а что слабым и не принимает? Ну, вот, как я уже говорила, классические примеры, которые действительно показывают, что вот было некое мероприятие или соревнование, желательно имеющие какой-то официальный регламент, какие-то правила, может быть, связанные с какими-то уважаемыми организациями. Если вы действительно вошли в судебную коллегию, судили работу именно профессионалов вашей области. Вот это вот классическое доказательство того, что вы участвовали в оценке работы других. Если вы именно такой деятельностью не занимались, то, как я уже сказала, можно использовать какие-то напоминающие об этом более отдаленные от такого вот идеала активности, события и мероприятия. Но, опять же, здесь вероятность того, что офицер согласится, что это именно та самая оценка других, работы других, которая свидетельствует о вашем выдающемся статусе, будет немного меньше. Поэтому очень важно, опять же, стараться поучаствовать в таких вот классических мероприятиях оценки работы других. Но это не значит, что если этого не было, то критерии можно забыть. Всегда можно посмотреть внимательно на вашу деятельность, посмотреть, что там было связано с оценкой работы других, и предоставить то, что есть, то, что можно. Вы уже говорили сегодня об этом, а вы могли бы коротко в виде, может быть, какого-то чек-листа посоветовать нашим зрителям и слушателям, что именно им нужно собрать в качестве доказательств данного критерия? Да, еще раз напоминаю, приглашение, подтверждение того, что вы участвовали, информация о самом событии, публикация о самом событии, информация об организаторах, информация о других членах судейской коллегии, информация об участниках, возможно, информация о тех правилах, по которым проводится данное соревнование, информация о тех правилах, по которым отбираются участники.
Вот эта вот вся информация, она очень полезна для иллюстрации того, что данное событие действительно является достойным и отражает ваш выдающийся статус как эксперта в вашей области. Когда у человека есть вот эти доказательства, этот список, то какой следующий шаг вы бы порекомендовали ему сделать? Безусловно, так же, как и с остальными критериями, очень важно все эти доказательства собрать, систематизировать, возможно, в какую-то табличку свести и посоветоваться с иммиграционным адвокатом на тему о том, насколько данные доказательства закрывают данный критерий, и стоит ли их предоставлять, или если, например, данные доказательства совсем никак для закрытия критерия не подходят, может быть, их стоит поставить в другой раздел вашей петиции, например, просто поставить их в вашу биографию как часть вашего жизненного пути, но не пытаться закрыть критерий с помощью документов, которые на данный критерий не дотягивают. Поэтому, безусловно, стоит проконсультироваться с адвокатом. И напоминаю всем, что вообще-то говоря, американская миграционная система совершенно не рассчитана на то, чтобы вы имели с ней дело самостоятельно. Она предусматривает, что ваши документы будут представлены иммиграционному адвокату профессиональным образом с помощью лицензированного адвоката. Это то, что офицер, в общем-то, ожидает увидеть, услышать. Это делает его работу более легкой. Он понимает, что он может все-таки опираться в какой-то степени на аргументы, которые делает лицензированный специалист в данной области. Он может доверять вашему кейсу и вашим документам. Если не на 100%, то все-таки в большей степени, чем если он видит, что, скажем так, либо ни один адвокат за ваше дело не взялся, либо вы по каким-то еще причинам подаете свои документы самостоятельно. Поэтому мы категорически не рекомендуем заявителям пытаться самостоятельно иметь дело с иммиграционной службой. Если вы работаете с лицензированным адвокатом, то, безусловно, предоставьте вашему адвокату все доказательства, обговорите с ним, насколько данные доказательства закрывают данный критерий, что еще можно предоставить по данному критерию, и постарайтесь максимально полно отразить все, что, опять же, свидетельствует о вашем выдающемся статусе в вашей области. Спасибо вам большое, Татьяна. Спасибо за ваше время. Спасибо за то, что делитесь своим опытом. Спасибо вам, спасибо, уважаемые зрители и слушатели. Пускай все ваши визы и грин-карты будут одобрены. До встречи в Америке. Пока.